Друзья, всем привет! Австрия не хочет в будущем принимать украинских беженцев. В случае опять массового наплыва. Если вам эта тема, друзья, интересна, смотрите это видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить важные новости, важную информацию о беженцах украинских, беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, в Германии и в странах Европейского Союза. Также не пропустить важные законодательные изменения, которые я ежедневно отслеживаю. И, соответственно, если они появляются, я с вами делюсь этой информацией. Итак, в среду в Брюсселе состоялась встреча чиновников Европейского Союза. Одной из самых обсуждаемых тем стала угроза затяжной войны на территории Украины без военной поддержки США. Потому что мы с вами знаем уже о том, что США официально объявили о том, что они отказывают, больше не будут поставлять оружие Украине и не будут предоставлять разведывательную информацию. То есть подключали спутники, все, теперь Украина, получается, воюет вслепую. И вот Трамп сказал, что мы больше этого делать не будем. Таким образом он принуждает Украину, сесть за стол переговоров. Это так выглядит со стороны американского президента. И эта ситуация, которая была озвучена в Белом доме, она спровоцировала мнение в Европе уже у европейских политиков о том, что будет новая волна. Огромное количество украинских беженцев будет опять стараться попасть на территорию Европейского Союза. Угрозы Трампа побуждают Европейский Союз планировать новую волну беженцев из Украины. Тема появления новой волны украинских беженцев затрагивает европейские опасения по поводу приема мигрантов. Поскольку самой проблемной и актуальной темой в настоящее время в Европейском Союзе, их две, которые связаны с миграцией. Первое — это депортация нелегалов. Это первое. И второе — это миграционный кризис, вообще, который сейчас происходит в странах Европейского Союза. Но все ли страны готовы принимать новых украинских беженцев, если они, скажем так, будут в будущем? Ожидается в 2025 году. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейза заявила немецким СМИ: Германия будет поддерживать Украину, пока продолжается жестокое нападение Путина. Также она добавила, что в настоящее время она не ожидает большого наплыва украинских беженцев. И она озвучила сценарий, который возможно будет реализован, который возможно случится в будущем, из-за этого огромного наплыва беженцев. И все равно страны Европейского Союза, политики, чиновники Европейского Союза должны это обсуждать, эту новую волну, прогнозируемую. Почему? Потому что Европейский Союз должен быть просто готов принять такое огромное количество украинцев. В то же время она подчеркнула о необходимости справедливого распределения беженцев по всей территории Европейского Союза. Я уже рассказывал, есть такая информация, план этого распределения. У меня есть отдельное видео по этому плану. В двух словах объясню. Если раньше, когда началась война с февраля 2022 года, украинский беженец мог самостоятельно выбирать страну Европейского Союза, где бы он хотел получить временную защиту. То есть ехали в Германию, и Германия давала. То есть никого не высылала и не перенаправляла. Ехал в Испанию погреться на море, там Испания давала. То сейчас, согласно новым правилам, которые планируют принять по инициативе Германии, будет происходить следующим образом. Будут в Германии, скорее всего, во Франции, в Польше построены огромные центры приема беженцев по Европейскому Союзу. И украинские беженцы будут иметь право попасть только в эти центры. То есть нельзя будет приехать: я хочу в Баварию. Все, поехал в Баварию, там его приняли. Нет. Только эти центры. Это будут общеевропейские центры. Человек попадает в этот центр, и потом уже из этого центра его чиновники европейские распределяют по странам. То есть он попал в центр, который находится, к примеру, в Германии. Это не значит, что он в Германии, этот украинский беженец, останется. Нет. Его могут распределить в Болгарию, например, или могут распределить в Португалию. Понимаете? То есть так будет происходить, чтобы было рациональное, честное распределение. Потому что
Германия говорит: подождите, мы 1 250 000 приняли. На первом месте находимся по количеству украинцев. А, например, там, грубо говоря, в Португалии их меньше. Понятно, страна меньше, ну, по соотношению, то есть Германия огромное количество украинцев приняла. То есть это несправедливо. То есть хотят сделать, чтобы это все было равномерно и справедливо. И эту инициативу, значит, предлагает Германия. И если с позиции, в принципе, Германии, которая, значит, приняла большое количество, как я сказал, украинцев, все понятно, то заявление министра внутренних дел Австрии стало для всех реальной неожиданностью. Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер отметил: на душу населения Австрия явно приняла больше беженцев, чем многие другие страны Европейского Союза, сказал он журналистам. Страна внесла в свой вклад и теперь хочет сосредоточиться на интеграции людей, которые уже там находятся, сказал он. Это также причина, по которой мы сейчас останавливаем воссоединение семей. Это воссоединение не относится к украинским беженцам. Воссоединение семей они приостанавливают беженцам, выходцам из стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Но тенденция такова, что Австрия, правительство Австрии не хочет вообще, чтобы какие-либо беженцы въезжали, в том числе и украинские. Я уже давно говорил, что политикам европейским, населению абсолютно все равно. У них нет разницы, это украинский беженец или беженец из Афганистана там, или Сирии. Абсолютно равное ко всем отношение. Ни больше, ни меньше. Им разницы абсолютно нет. То есть украинцы, ну скажем так, в их глазах они не имеют какого-то преобладания. Понимаете, в чем дело? Разницы нет. Это одинаковые беженцы. И к ним относятся как к беженцам. Вот и все. Поэтому Австрия сказала, что мы не хотим, мы не планируем принимать больше новых украинских беженцев, если будет эта волна. Мы хотим тех украинских беженцев, которые у нас находятся на территории, которые уже учат язык, мы хотим их качественно интегрировать на рынок труда и, значит, уже потом в общественную жизнь Австрии. Там уже Австрия приняла закон для тех, кто работает, я имею в виду касательно украинских беженцев, они могут подавать на другой там вид на жительство, уже не временную защиту, да. Ну там временной защиты в Австрии нету, но у них там похожий закон. Вот такая ситуация. И Австрия не смотрит на то, что Германия хочет все-таки распределять беженцев по странам Европейского Союза, ну как бы пропорционально. Как бы Австрию это не касается. И об этом заявил министр внутренних дел. Вот такая ситуация, друзья. Друзья, что думаете вы по этой теме? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, будет все-таки вот эта волна украинских беженцев в 2025 году, о которой вот говорят, которую прогнозируют европейские политики? Или все-таки это опасения, которые не сбудутся? Об этом тоже напишите в комментариях.